М, Очень вкусно. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Сегодня мы с вами приготовим вкуснейший рулет из кабачков. Я кабачки обрезала хвостики. Сейчас мы их натрем на крупной терке. Кабачки молодые, шкурку можно не срезать. Натрем все. Этот рулет, он готовится очень-очень легко и быстро. Сейчас я натру кабачок и сразу же включу духовку для прогрева на 180 градусов. Сейчас лето, кабачков очень много, поэтому готовьте это блюдо. Оно очень вкусное. Кто желает похудеть, как говорится, это самая первая еда. Кабачки очень полезные. Кабачок мы натерли, его много получилось. И теперь сюда мы добавим специи. У меня соль по вкусу, добавляйте. Кто любит соленое, конечно, побольше, кто менее соленое, поменьше. Соль, черный перец молотый, чеснок копченый такой сушеный. И красный перец сладкий, также молотый. Все я смешаю, высыпаю в кабачки. Все перемешиваем хорошо, пусть они постоят немножко. Я все перемешала, специи, все. Теперь оставляем в сторонку и нарежем зелень. С зелени что мне понадобится? Небольшой пучок петрушки, небольшой пучок лука и укропа. Меленько нарезаем все. Теперь нарежем лук. Вот эти стебелечки я пополам разрежу, чтобы было помягче. Так, кусочками. И также меленько все нарезаем. Лук молодой, но такой ядреный. Сюда же все высыпаем. И нарежем укроп. Такой пучок хороший. Так, всю зелень мы нарезали. Укропчик сюда же я отправляю. Сейчас все хорошо помешаю. Аромат такой свежести. Укроп пахнет, лучок, все очень ароматное, все полезное. Так, теперь мы оставляем в сторонку все и займемся тестом. Сначала в глубокую миску мы разбиваем яйца, 4 штуки. Я их помыла, все вытерла, они все чистые. Теперь к яйцам нужно добавить немного соли, где-то половинка чайной ложки, ну чуть больше. Перемешиваем яйца с солью. Теперь я добавлю муку, у меня стакан, я ее просеяла. И так замешиваем венчиком. Все мы перемешали. Я добавлю еще в тесто немного красной паприки, где-то половину ложки, наверное, чайной. Да, вот так. И потом перемешаю вот это все и добавлю молоко. Молоко буду добавлять частями, чтобы не было комочков. И размешивать все.
Тесто такое, как на блины, немного погуще. Все перемешаем и еще добавим. Все, вот такая масса получается, как на блины. Теперь кабачки. Все мы высыпаем сюда в тарелку и все смешиваем. Берем все. Так, все перемешаем. У нас духовка уже прогрелась. Я взяла противень, ну стандартный противень, застелила пергаментом и смазала растительным маслом. Теперь вот эту всю смесь мы выливаем в противень, ровненько выравниваем и ставим в духовку выпекаться минут на 35-40, в общем, до готовности. Смотрите, у каждого духовка печет по-разному, поэтому наблюдайте и проверяйте, что готово или нет. Я выкладываю все сюда, всю смесь. Сейчас мы разровняем. Вот так мы все ровненько сделали. Красота. Сейчас все приготовим и будем кушать потом. Все. Я ставлю в духовку выпекаться. Сейчас посмотрим, спекся наш рулет. Да, он приготовился. Друзья, вот такой у нас рулетик получился. Он приготовился. Сейчас я его сниму с противня на решетку. Пусть он остынет. Вот так. А тем временем мы сделаем начинку для рулета, пока он остывает. Пока наш рулет остывает, мы нарежем помидоры, нарежем чеснок и сливочный сыр откроем и смешаем вместе с чесноком. Нарежем помидорки. Можно такими колечками, можно полукольцами. Нарезать нужно тоненько для прослоечки. Вот эту часть помидорки, хвостик, я все вырезаю. Это не нужно. И потом также дорезаем все тоненькими пластинками. И помидоры берите вкусные, чтобы сладкие были, такие ароматные. Чеснок я порублю. Можно, конечно, и прессом, но мне нравится, когда кусочки чеснока. Они тогда запах более ароматный, очень приятный. Сейчас мы его также меленько нарежем. Начинку для рулета вы можете сделать любую. Я сделаю вот такой у меня сливочный сыр, чеснок и помидор. Можно также положить плавленый сыр с чесночком, будет очень вкусно. Сейчас я сыр разомну вилочкой, чтобы он помягче был. Очень вкусный. Можно, конечно, и майонезом намазать, если нету ни сыра, там ни сливочного, ни нету плавленого. Просто майонезом или сметаной. Также посыпайте укропчиком, чесночок. И очень легкое летнее. Можно и как закуску, и как блюдо основное. Кушать очень приятно будет при этом. Чесночок я также нарезала меленько. Сейчас его положу к сыру. Все перемешаю. И начинка у нас готова. Осталось только подождать, когда остынет наш рулет. Друзья, наш рулет остыл. Сейчас я обрежу два края. Сделаю более ровненько. И намажем кремом. Вот так, немножко я срежу. Но это по желанию, можно не срезать. Просто сделаю более такой ровный край. Видите, он режется легко. Все ненужное я уберу. Теперь я беру сливочный сыр и выкладываю.
Вы можете, конечно, я говорю, даже вот если что, и майонезом помазать, если нету ни сыра, ни сливочного, ни там плавленого. Можно просто майонезом или сметаной помазать. Все берем, это все вкусное. И вот так размазываем по всему листу. Вот такая красота у нас с вами получилась. Сыром мы намазали. Теперь берем помидоры и вот так выкладываем. Я пополам разрезала, чтобы удобно было завернуть. Но помидорки режьте тоненько. Можно, кстати, вместо помидор положить болгарский перец, если кто любит. Вот так мы все выкладываем на расстоянии небольшом. Берите помидорки вкусные. Будет очень ароматно и вкусно вам. Теперь рулет мы заворачиваем аккуратненько. И так прижимаем поплотнее. Конечно, не со всей силы, но так вот, чтобы слегка его прижимаем. Разворачиваемся. Рулет мы свернули. Теперь берем в эту же пергаментную бумагу. Еще заворачиваем плотненько. Стараемся так его прижать. Швом старайтесь положить на дно доски. Так, все сделали. Теперь этот рулет мы убираем в холодильник на стабилизацию. Ну, где-то на часика 2. Друзья, вот такой у нас рулет получился. Он постоял в холодильнике. Сейчас мы его разрежем на кусочки. Посмотрим, какой он внутри. Вот такой рулет получается внутри. Сейчас я еще отрежу кусочек, посмотрим. Смотрите, какая красота. Вот такой он внутри, вот такой он в разрезе. Друзья, посмотрите, вот такую красоту мы с вами приготовили. Очень аппетитные и очень вкусные рулеты. Ну и теперь попробуем сам рулет. Я отрезала кусочек небольшой. Смотрите, какой он аппетитный. С помидором, с сыром. Очень вкусно. Не нужно стоять и готовить на сковородке, не тратить время. Все натер в духовку, запеклось, намазал, и очень вкусно. С собой можно взять и на природу. Друзья, вот такой вкуснейший рулет мы с вами сегодня приготовили. И кому понравилось мое видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажимайте на колокольчик, так вы не пропустите следующий выпуск. И обязательно поделитесь с друзьями. На этом же я сегодня с вами прощаюсь. Всем пока-пока. До следующей встречи в следующих видео. Я вас жду.